Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз. Июль 2025. События на пороге. Знаки судьбы. Чего вы не видите? Вот давайте узнаем, каковы знаки судьбы и чего вы на данный отрезок времени можете не видеть, не предполагать, а оно уже есть. Может быть, это уже те процессы, которые были запущены прежде. И это совсем не зависит от нас. Может быть, это как какой-то, как система, механизм. И пока нам объявят о чем-то, да, пока мы узнаем это, какое-то время все равно проходит. И неизбежно, тем более это июль, Уран в Близнецах, и какие-то метаморфозы или из разряда новостной палитры, или какой-то информации, которая может приходить от конкретных людей. Или мы словно случайно на ухо поймали, и такое я тоже допускаю. Тут все есть смысл додумать, не быть где-то безапелляционному, потому что жизнь начинает меняться. И я часто в своих раскладах говорила о том, что вторая половина года, особенно 2025-го, это период адаптации. Нам именно нужно адаптироваться к той ситуации, которую мы не можем изменить, или обстоятельствам, в которых мы находимся. Как Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, который умеет приспособиться. Ну вот где-то про адаптацию. У нас сегодня две колоды. И первая это у нас цыганский оракул Сибила. Старые изображения карт, не менялись они. Ну и значения тоже. А вторая это у нас 78 дверей. Спросим, какие двери открыты, какие закрыты. Но чего ж вы не видите? Начнем с главного. Или можете не видеть. Может быть и видите, но не придаете значения. События на пороге. С чем связано? События с первых дней месяца. Ну, как сфера жизни, чем придется заниматься. И далее продолжим на колоде Таро. Так что ж придет? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? Чего не упустить? А вот чего опасаться или быть с чем осторожным, как неожиданности? Чего же вы можете не видеть? Вот смотрите, карта называется «Отчаяние», да? Давно была прорисована колода и не менялось. Интересное изображение. Называется «Отчаяние». Тут действительно как какой-то край, какая-то точка. Точка невозврата. Это наша собственная. Может быть, это вы по части. И, кстати, нам показан человек в дорогих одеждах, в дорогой комнате. И одновременно, ну, как бы убранство этой комнаты, кресла, все говорит, свидетельствует о том, что человек явно занимает какое-то положение. Вы как можете столкнуться? Ну, наверное, с какой-то информацией, в первую очередь, поскольку Уран у нас в Близнецах. В первую очередь, эта информация, это вообще ломка шаблона. И это те люди, о которых мы думали, они как будто и непогрешимы, и неуязвимы, к примеру, так. А тут мы знаем, ну, какая-то или чаша возмездия, или ну что-то такое. Это ведь может быть даже на нашем мелком каком-то бытовом уровне, или пусть это по работе. Смена руководства, например, почему нет? Или какие-то перетурбации на работе, когда тоже что-то, вы, к примеру, информацию слышите, вы были уверены, что вот этот человек занимает прочное положение. А здесь вы можете столкнуться с такой метаморфозой, что нет, это мне только казалось. Конечно, эта карта может говорить еще и вы сами где-то в отчаянии. Я такое допускаю. Я также допускаю, что это отнюдь не для всех. Но значит, все-таки есть какой-то момент, когда мы не знаем, как поступить. От чего отчаяние? Потому что мы этого не ожидали. По сути дела, это какая-то неожиданность, которая нас именно выбивает из колеи, причем так серьезно. И Уран, он меняет, если мы сказали, стереотипы, шаблоны. Нам действительно приходится что-то передумать, переиграть. Мы понимаем в один момент даже по этой карте, что если мы будем действовать как прежде, то результата мы не получим. Или наоборот, себя в какой-то тупик загоним. Или, ну, не будет, может быть, уже кто-то из вас в этом тупике, кто смотрит мои видео, все же, хоть и объединяет один знак
Зодиака, ну давайте будем реалистами. Мы все разные. Поэтому у кого-то это просто один какой-то пункт в вашей жизни. Одна какая-то новая точка отсчета, которая требует перезагрузки и поиска информации. А для кого-то слишком затянулось ваше ожидание. И где бы вы ни находились, что бы вы сейчас не испытывали, здесь, ну, не время отчаянию, это факт. Это вы не видите. Вам буквально не должны эмоции, ведь это карта сильных эмоций. Давайте уже совсем сведем к какой-то базе эту карту. Это наши эмоции, как страх искажает реальность, или как непредвиденные какие-то события или новости никак не могут встроиться в то, что мы привыкли видеть или считали для себя абсолютно правильным. Но нам нужно подумать, что мы будем делать. Но эта пауза в размышлениях, она не должна основываться на пустой философии, потому что карта предполагает, что ты как-то так, лев, быстрее переосмысли, что происходит, и переходи к действиям. Так вот, давайте откроем следующую карту «События на пороге». Чтобы мы тут не представляли, даже если вы сейчас находитесь в патовой ситуации, то есть тот, кто может прийти на помощь. А я вам могу сказать, может быть, кто-то и к вам, мои дорогие, обратится за помощью. Вот я такое вполне предполагаю. И тогда, может быть, это даже для большинства проиграется, что это кто-то к вам будет обращаться за помощью. Помни, кому помогаешь. Вот такая, знаете, вибрирующая может быть ситуация, когда вам нужно как-то понять, как правильно поступить. С одной стороны, это может быть человек, которому вы не можете отказать. Может быть, он вам какое-то время помогал. Но и для вас-то какая-то ситуация, она не должна навредить. Давайте откроем третью карту. События с первых дней месяца. Карта служанка. Ну, кто-то даже банально может просто искать няню ребенку или думать, с кем мне оставить, может быть, уже такого чуть повзрослее ребенка, а мне нужно больше работать или мне нужно куда-то поехать, отправиться тут. Даже вот на бытовом уровне, потому что вас вынуждает какое-то дело. Или, может быть, какой-то документ заставляет именно поехать с кем-то разобраться или уделить время именно каким-то другим вопросам, которые вы уже не можете отложить на потом. Или встретиться с важным человеком, когда тоже есть какая-то тема, которая вас интересует. И кто-то будет искать вот то лицо, которое вам может помочь. Но если вот мы переложим к предыдущей ситуации, когда от вас требуется помощь, вот тут нельзя прогадать, потому что третья карта служанка. Тут может быть такая ситуация, когда конкретный человек, он просто цепляется за соломинку. И если он, кстати, словно будет тонуть, он потянет за собой все остальное. Какой-то очень серьезный выбор для вас, мои дорогие львы и львицы. Подумайте, здесь нельзя вот так вот наотмашь сказать да или нет. Тут нужно быть великим дипломатом. Или искать какие-то тысячу причин. И я могу предположить, кому-то приходится именно выкручиваться. Может быть, какие-то будут такие темы, скользко непонятные. Или вам нужно определяться и по работе тоже, куда же я иду дальше. Или по найму, да, если вы работаете именно по найму. Может быть, какая-то ситуация вот в вашей организации вас заставляет, вы, к примеру, ходили всегда на работу и были уверены, что да, моя компания стабильная. Или организация, где я все время трудился, тут тоже все стабильно. Но здесь вот все равно что-то начинает меняться, сами по себе перемены. Может быть, это первая какая-то информация, когда вы еще пока не видите, как там оно будет, как разовьются события. Но на всякий случай вы ищете именно работу. Может быть, как вторичный доход, вторичную занятость. Или, ну, больше с учетом аркана служанка, или вы вторичный доход как через организацию. Все-таки карта не говорит, что мы работаем на себя, а как дополнительный источник, какой-то, ну, какая-то коллаборация, по крайней мере. Но вы в ней не главный, понимаете? Вот и такое может тоже быть. Ладно, давайте посмотрим, что нам подскажут карты, что придет. Вам нужно с чем-то определяться. Все то, что я говорила по пятерке мечей.
Что придет? Какая-то пауза затянулась. И дверь не откроется. Как я говорила, в этой колоде принципиальное значение имеют двери, открытые или закрытые. И вот нам показана девушка, которая пришла, скорее всего, много лет тому назад, и пока она сидела и ожидала. И дверь заросла плющом, да и девушка наша уже успела состариться. Вот какое-то ожидание должно быть закончено. У вас будет время подумать. Вам может казаться, что какая-то ситуация не имеет выхода. А на самом деле все ведь обстоит совершенно иначе, мои дорогие. Всего лишь Уран меняет, ломает какой-то шаблон и пытается вас переключить на что-то другое. К примеру, я могу допустить, даже если мы возьмем рабочую ситуацию, или вы сейчас не можете ходить на работу в силу разных причин, тогда, может быть, нужно подумать, как будто карты говорят, дорогой лев, пришла пора задуматься о личном деле, творчестве или, может быть, изучить что-то. Да, какой-то период времени ты найдешь тут работу, ты найдешь какое-то взаимодействие, сотрудничество. Это точно. Без работы львы не останутся. И стало быть, без копейки денег тоже. Но удели как можно быстрее внимание тому, чем ты хочешь заниматься. Потому что подобная ситуация, она может повториться еще не раз. Это для тебя как первый звонок. И правда, для кого-то это может свидетельствовать об этом. Будьте внимательны, мои дорогие. Почему я так говорю? Уран заходит в знак зодиака Близнецы сначала на несколько месяцев. Это происходит с 7 июля и будет длиться, первые числа ноября. И потом уже в ноябре он переходит, и до 27 апреля 2026 года он возвращается в знак зодиака Телец. Он какие-то аккорды последние должен сыграть. Почему? Потому что предыдущие 7 лет он был как раз в Тельце. Это все то, что касалось вопросов нашей недвижимости, откуда к нам приходят деньги, вопросов взаимоотношений. Ну вот и мы-то там где-то тоже будем делать эти основные выводы или заключительные аккорды. Но уже вот эти месяцы, они вам могут показывать, как в последующем, когда уже в апреле следующего года окончательно Уран поселится в Близнецах, с чем будет связана ваша жизнь? Или какие темы, сферы жизни будут у вас на первом месте? Поэтому какое-то продолжение, если мы предполагаем, самое время для себя рассмотреть новые варианты. Но вот это бесполезное или бестолковое ожидание, оно должно закончиться. Что уйдет? Уверенность, мои дорогие. Вот, наверное, в наше время и уверенность, с одной стороны, ведь это все хорошо, да, 4 жезлов. Но это праздник после победы, то есть какая-то победа у вас есть, но сам по себе праздник. Видимо, может быть, и самое время задуматься об окружении, кому вы можете доверять, кому вы что рассказали, кстати. Судя по всем картам, потому что мы ведь можем рассказать чуть больше, чем того следовало, а потом сами становимся заложниками ненужной информации, которую мы выведали, или пусть мы даже выведали, или мы ею поделились еще с кем-то, и пусть не мы даже как бы основоположники каких-то слухов или каких-то непонятных злоключений, да, тут ведь вот с конкретной персоной может быть тоже связанная ситуация, а вот тут перевернуть могут так, что, не нужно остаться крайним. И я бы сказала, если праздник уходит, мои дорогие, ищите себе в союзники не те, кто с вами рядом, когда праздник, а те, которые остаются, когда праздник заканчивается. Но что будет продолжаться по двойке жезлов? Обратите внимание, телепортация. Вы будете слышать очень много информации, самой разной. И вам одну информацию будут выдавать за то, что она как это на самом деле есть. Это правда. Может быть, даже за истину в последней инстанции. А у нас время такое с вами. Уран, опять же, в Близнецах. Что там в этих инстанциях, поверьте, мы совершенно не знаем. Что там еще на уровне подготовки? Или вот того механизма, о котором я говорила, который уже запущен. Но еще не все как будто звенья этой цепи прокрутились, проработали. Поэтому и нам еще конечного результата пока не видно.
а вот как раз наоборот. Какая-то случайно услышанная новость, информация, она требует вашего внимания, чтобы вы это додумали. Как-то вам не будет тут, знаете, такой информации, которая, ну вот ни для чего. Поверьте, что какой-то судьбоносный даже может быть период начала июля. Мы говорим события сначала, с первых дней месяца. Может быть, у кого-то я вполне такое предполагаю, потому что я связываю больше именно с вхождением Урана в Близнецы этот период, и он для кого-то может быть турбулентным. И это на самом деле так. Тут у каждого своя вот эта турбулентность. Потом, как пойдет потом, мы узнаем, посмотрим, да. Но пока мы смотрим вот эти первые дни или даже окончание июня, может быть, какая-то ситуация в июне уже складывалась именно так, или за предыдущий период, словно пространство, Вселенная пыталась на чем-то заострить внимание. И вот теперь ваша задача научиться читать между строк. Или видеть то, что в тени. Или уметь как бы прочитать собеседника. Аккуратные действия, осторожные действия. И это должно быть продолжено. Я бы сказала точно на весь июль. Вот такая осторожность. Или ловите на ухо все то, что говорят люди. Но не для того, чтобы передать кому-то, да, или поделиться, или обсудить просто, а для того, чтобы втихаря найти недостающую информацию и для себя, главное, прояснить, следует чего-то ждать или нет. И явно какие-то перемены будут продолжены. Чем не соблазняться? По рыцарю мечей бунтарь без причины. Вот правда, мои дорогие львы и львицы, вы люди такие правильные. Вы люди, которые действуют по закону. Вы вообще хотите, чтобы в вашей жизни было больше порядка, какой-то основы. Ну вот, наверное, ни разу все карты ни про какой порядок пока не говорят. Да и про Уран это ни разу не порядок, а это нам еще предстоит его отстроить. Так вот, у вас выпадала карта служанка. Тут ведь правда кто-то может вас, знаете, даже какими-то непонятными разговорами втягивать в какую-то тему. А потом все перевернет так, вот именно тот человек, и я могу допустить, даже тот, от которого вы этого где-то не ожидаете. И вполне вероятно, у нас как открылись глаза, какое-то прозрение. Думаешь, ё-моё, как я вот мог так лопухнуться? Поэтому мы ведь смотрим то, что скрыто, то, что вы не видите. Значит, у вас кто-то может быть, вот я вижу теперь, уже когда у нас все карты раскрылись. Мои дорогие, вы не видите, что кто-то вас может втягивать в какую-то историю, а вам туда не надо. И вам нужно и не согласиться, и красиво совершить какой-то пируэт, будем говорить, чтобы не сказать ни да, ни нет, не поссориться и не пообещать кому-то что-то. Словно оставаться в нейтралитете, потому что пока еще зыбко непонятно. Вполне вероятно, уже в середине июля вам придется брать какой-то низкий старт, чтобы вот это ожидание, оно окончательно завершилось. Но, видимо, с каждым днем, каждый день будет приносить какие-то новости, или вы будете сталкиваться с людьми, которые вас словно подначивают, вот пробить вот эти самые врата, или словно биться в какую-то стену в надежде, что откроется дверь, а там двери и не было никогда. И вы, ну, наверное, вот как этот таран для кого-то можете выступать. И карта нам говорит, и сам не будь бунтарем без причины, и сам не реагируй на разные эмоции людские. И неважно, какие они, либо это восторг, либо это негодование, или это какое-то сожаление. У каждого из нас, ну, где-то своя судьба. И я вижу, что друг-то вот, может быть, все-таки и есть, но, мои дорогие, это, скорее всего, очень узкий круг, или буквально один человек. Но и карта говорит, если чем не соблазняться. Ты можешь пробить эти врата, лев, почему нет? Ты можешь за кого-то вступиться или вот как правду кому-то что-то доказывать, самому становиться этим бунтарем без причины. И более того, у вас даже хватит сил пробить вот эти ворота. Но то, что вы увидите, совсем не обязательно, что вам понравится. И кто знает, настаивая на чем-то, потом вы сами можете себя поставить словно на ненужную паузу.
на что соглашаться. Но я бы сказала, эта карта, с одной стороны, иллюзии, иллюзорности. По крайней мере, в этой колоде. И вроде дверей нет, да? Ничего не открыто, не закрыто. Но это мы сами находимся, ну или, может быть, находились в том, что думали, что вот именно как-то пойдет определенным путем развиваться ситуация. Это, может быть, и были какие-то мечты. Так вот, на что же соглашаться? Кто-то оттолкнется от своей мечты или от своего хобби, которое когда-то вы положили в дальний ящик и думали, что до этого никогда не дойдут руки. А тут вдруг вы можете понять, а ведь правда. Вот просто, может быть, зададите себе вопрос и скажете, а чем бы я хотела или хотела заниматься? Ну вот сейчас. И я могу допустить. Вот даже карта отчаяния. Вот я не знаю, куда мне идти, чем мне заниматься. Вот вообще, вот у меня может быть полная безысходность. И все же. Карта нам говорит, у тебя есть от чего ты можешь оттолкнуться. Здесь может быть. И знаете, как... Ведь это та карта в позиции, на что мы должны согласиться. Мы, безусловно, должны слушать свою интуицию, повторяюсь, для того, чтобы распознать свой путь. И то, что поначалу, пока нет четких ориентиров, самое главное, иллюзия, нам кажется. Но, с одной стороны, мы можем, конечно, сказать, что это, ну, где-то прообраз, мы молимся, наша вера. Но тут самое главное верить в самого себя. Но вера в самого себя – это не есть догма, мои дорогие. Тут надо быть готовым к тому, что нам придется корректировать и мелкие планы тоже. Но вот, наверное, мы признаем свои ошибки и пытаемся идти все равно вперед, не повторять какую-то ошибку. Но и с другой стороны, если мы спрашивали, что уйдет, двери закрыты, как будто, да, внутри праздник, но вот какая-то дверь, она, безусловно, для вас открывается. И пусть даже это связано с тем, что, ну, не получается продолжать какой-то банкет, будем говорить, или вот этот праздник, он тоже близится к завершению. Но у вас уже на пороге совершенно что-то новое. И возможности к нам приходят, вот, наверное, как этот образ. Нужно правильно распознать, как увидеть эту возможность. Иначе мы можем отказаться. Это может выглядеть поначалу как серо, что-то непонятно, бесперспективно или без четких ориентиров. А для вас это может быть очень знаковый период и что-то очень важное. Поэтому тут не совсем где-то, знаете, надо быть еще и во власти собственных иллюзий. Часто ведь эта карта, если мы говорим, на что соглашаться, ведь это наши близкие проходят. Может быть, вы и столкнетесь с какой-то ситуацией, когда вам даже близкий человек говорил. Может быть, уже были какие-то обсуждения, предыдущий период, вы знали, что какая-то ситуация, она может вот завершиться как по этой карте, никак, неожиданно, да? И вам давали советы или, ну, может быть, дельный совет, как правильно поступить, вы где-то не прислушались. Вот здесь вы тоже можете начать прислушиваться. Но я тут вижу, что на что соглашаться. Тут явно есть близкий человек, который вам словно поставит свое плечо помощи. Может быть, это и друг. Может быть, у кого-то нет ни семьи, ни детей, а именно есть какой-то один контакт. И пусть это даже тот человек, кстати, тоже образ. Я говорила, это может быть тот проявиться, да, на кого вы меньше всего рассчитывали. Или вообще на него не рассчитывали. А именно он вам придет в трудную минуту на помощь. Поэтому я не случайно сказала, помните, не те важны, которые нас сопровождают в этом празднике или ищут этого праздника, а те, кто после него остается с нами. Итак, чего же опасаться? Двойка пентаклей, две двойки. И если мы говорим двойка жезлов, что-то услышать. Вроде бы двойка жезлов, да, двойка, а девушка одна. Это имеется в виду информация. Говорят одно, а на самом деле правда другая, которую она услышала. Это может быть как и
То, что вы услышали, потом перепроверили, и вот эту истину вы тоже нашли. То есть здесь двояко. Для чего нам эта карта? Это мы словно до этого времени, ну, ходили, вот представьте, как два жезла на дороге. Вот вы шли куда-то, и вот вы дошли до определенного промежутка, и стоят два волшебных жезла, они подсвечены светом. Что выбрать? И вы начинаете думать, что же лучше, и ходите от одного жезла к другому, а вам нужно уже идти дальше и где-то не застрять. Поэтому вот эту информацию вам просто как будто не для того, чтобы вы остановились или начали выдергивать из земли эти жезлы, ну вот так иносказательно, как где-то как сказку подаю, да, а для того, чтобы вы пошли дальше и не застряли в какой-то синхронности с конкретным человеком. Тут ведь, знаете как, карта друга, я говорила, тут есть правильно понять, кто мне друг, вот это точно, а кто враг, а кто так. Вот, наверное, как в песне. Иначе в старой очень песне когда-то такая была. Сейчас уже я не знаю. Но, тем не менее, карта синхронности. Нам как будто говорят, что два ныряльщика, синхронные плавания нам показывают. От того, как они синхронно провзаимодействуют, откроется дверь на дне бассейна. Есть только один человек, с кем стоит нырять, мои дорогие, и с кем хорошо, даже если нет вокруг праздника. И явно у вас такой друг или подруга, пусть это даже близкий человек, пусть это какой-то родственник, или который просто откликается для вас вот неожиданно именно на ваши запросы или на то, что у вас сейчас ну никаким образом не идет, и вы находитесь в патовой ситуации. Ну, значит, на какой-то узкий период времени, как минимум, следует вот это общение продолжать, но отнюдь не со всеми. Не со всеми пытаться быть на короткой ноге или быть правильно понятым, а лучше нейтралитет. Я уже говорила об этом, и это вам все помогает. Ну вот такой был наш расклад, совсем непростой, я должна сказать. И я буду благодарна вашим комментариям. Спасибо, мои дорогие львы и львицы, что смотрите мои видео. Спасибо за вашу поддержку. Оставайтесь на моем канале, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.